Привет! В этом видео ты узнаешь главный секрет успешных отношений с любой женщиной. Познав данное откровение, назовем его так, такая проблема, как то, что тебя бросают или сливают девушки после непродолжительных отношений, она в принципе перестанет существовать. Ко мне недавно, что меня подтолкнуло записать это видео, ко мне недавно обратился мужчина на консультацию с такой проблемой, что его бросила женщина после 5 лет отношений, 3 из которых совместной жизни. И интересный момент в том, что данный мужчина в жизни, в своей профессии очень успешен. У него в подчинении более сотни человек. Он хорошо зарабатывает. Его уважают на работе, к нему прислушиваются. Он строгий, принципиальный, рационально мыслящий. Но почему-то в отношении с женщиной он становится как маленький зайчонок, который пытается ей угодить, который боится слова лишнего сказать. Интересно, да? Почему так происходит? Почему мужчина в жизни умный, успешный, казалось бы, наверное, для кого-то из вас может показаться, что и в отношениях у него должно быть все хорошо, ведь он не глупый, иначе бы он не добился успеха в жизни. Но не все так однозначно. Давайте разберем, почему так. Мужчина, вступая в отношения, начинает иметь эмоциональную вовлеченность в эти отношения. По сути, примеряя женскую линию поведения, женскую модель поведения. Чем руководствуется женщина, когда вступает в отношения? Она руководствуется эмоциями. Вот ей нравится какой-то мужчина, какой он, неважно какой у него статус, неважно какая у него внешность. Вот цепляет он ее. Все, она влюбляется. Мы не говорим сейчас, насколько пригодна данная женщина, если отношения строят именно на эмоциях, только на эмоциях. Это не важно. Женщина – это эмоция, мужчина – это логик, это рационализм, это способность прогнозировать на несколько шагов вперед. Это основа полов. Так вот, мужчина, когда вступает в отношениях, он почему-то примеряет на себя эту женскую модель и входит в отношения, основываясь на именно эмоциях. А дальше что происходит? Женщина говорит: ты не уделял мне внимания, мне не хватает эмоций от тебя, и поэтому я ухожу. И мужчина верит в это. Он не понимает того, что причина на самом деле не в этом. Та способность рационально мыслить, которую он применял в жизни, в бизнесе, она уходит на второй план. И он забывает про то, что именно эта способность прогнозировать, она первична для построения серьезных отношений и создания семьи. Если ты заводишь отношения ради эмоций, ты должен определиться вообще, для чего ты их создаешь. Ради эмоций, либо ради того, чтобы создать семью. Это очень важно, потому что если ты плывешь по течению и входишь в отношения на эмоциях, вот она тебе понравилась, ты хочешь только ее и никого больше, это уже зависимое состояние, и нужно это четко понимать. Это уже не сильная позиция. Если это так, то не стоит перетягивать данные отношения и проецировать на создание семьи, потому что основа выбора для серьезных отношений, она совсем другая. Это рационализм, умение прогнозировать, это понимание портрета женщины перед тобой, узнать ее прошлое, ее ориентиры, ее ценности и так далее. И только потом принимать решение, для чего ты создаешь отношения. Для чего они тебе? Готов ли ты к ним? Нужны ли они тебе просто, чтобы развлечься? Или ты настроен серьезно? Если ты хочешь развлечься, находиться постоянно в этом эмоциональном дофаминовом угаре, страсти, то не нужно потом вытаскивать данные отношения в серьезную плоскость. Это глубочайшая ошибка. Не нужно плыть по течению. Это ошибка. К построению семьи нужно относиться очень серьезно. Через внутренние убеждения, через сильную позицию. Только. Что такое по-настоящему сильная позиция? Это когда женщина вкладывается.
Это когда она заботливая, покорная. Конфликтов в отношениях нету. Их просто нету. Она не хочет тебя огорчить ни в чем. Она абсолютно прозрачна. Она идет и мирится первой, если какие-то недопонимания происходят. Как эти желания у нее могут возникнуть? Через твое внутреннее состояние, через твою сильную позицию. Но важный момент, на чем основана эта сильная позиция? Это не что-то наигранное, это не манипуляции, да, как многие спрашивают. А как вот занимать эту сильную позицию? Это нужно постоянно как-то правильно себя вести, нужно постоянно выявлять эти провокации и отбиваться от них, правильно отвечать и так далее. То есть это постоянное напряжение. Нет. Я всегда призываю приходить к сильной позиции именно через внутреннее состояние, через внутренние принципы и убеждения. Критическое отношение к самому себе – это основа сильной доминирующей позиции. Женщина прекрасно это считывает, ее не удастся обмануть. И даже если ты будешь все правильно делать, изучать модель поведения, правильно реагировать на манипуляции и конфликты, все равно настанет тот день, когда ты будешь уязвим. И в этот момент тебе не получится сыграть. Это будет критический момент, когда ты получишь удар в спину. Не нужно этого допускать. Если ты чувствуешь спокойствие, тебе хорошо, тебя ничто не напрягает, тогда начинай серьезные отношения. Если тебя качает по эмоциям, тебе хочется с ней увидеться, тебе постоянно хочется с ней быть, тебе постоянно ее хочется физически, вы ссоритесь, потом бурно миритесь, и ты чувствуешь, что ты от этого кайфуешь, не нужно строить на основе этого отношений. Ты к ним не готов. И тем более семью, идти в ЗАГС. Статистика разводов говорит сама за себя. И финал будет всегда печальный. Поэтому строгость, критическое отношение к себе, принципы, уважение, где-то даже аскетизм – это основа мужской сильной позиции, которую не получится сыграть. Женщина это считывает, и даже если у нее присутствует определенная доля проблемности, ты вполне сможешь с ней существовать в отношениях. Потому что ты будешь не замечать тех негативных аспектов ее типажа, они будут от тебя просто отскакивать. Убираем из головы эти шаблоны, убираем из головы этот романтизм, который навязан нам с детства из книжек, фильмов, сказок, о том, что есть вот некая любовь, некая искра, которая должна пробежать, и на основе этого создается семья. Для женщины – да, в целом. Для мужчины семья строится по другим принципам. Семья, которая создается двумя людьми, которые руководствуются страстью, эмоциями, эйфорией, она всегда разваливается. Там нет стабильности. Мужчина выступает этим стержнем, этой стабильностью, этим ограничителем женских эмоциональных колебаний. Поэтому рецепт простой. Первое. Правильно выбираем женщину. Понимаем, что она руководствуется эмоциями. Но стараемся выбирать все-таки женщин, у которых есть какие-то моральные тоже ценности, убеждения, которые нацелены на семью, которая нацелена на созидание, которая хозяйственная, которая любит трудиться, не ленивую. То есть оцениваем именно по этим критериям, а не потому, что она красивая. Второе. Занимаем сильную позицию. Для того, чтобы занять по-настоящему сильную позицию, у тебя должны быть внутренние убеждения. То есть не про манипуляции думать, а критически относиться к себе и уметь трезво прогнозировать женщину и ваши отношения в целом. Данный подход позволит тебе создать крепкую, полноценную семью, которая не будет подвержена каким-то эмоциональным качелям. Да, сильная позиция подразумевает то, что ты можешь заскучать. Если тебе скучно, значит ты не готов к серьезным отношениям. Ты ищешь этого дофамина, ты ищешь этой влюбленности.
что уже подразумевает всегда слабую позицию. И женщина всегда будет уходить. Это замкнутый круг. Поэтому определись. Либо ты хочешь страдать, либо ты хочешь серьезные, долгие, крепкие отношения, где тебя любят, ценят и уважают. Так, у нас здесь еще есть вопросы, которые хотелось бы озвучить. А могут ли быть гармоничные отношения, когда оба на одном уровне? Никто ни сверху, ни снизу, ни слабый, ни сильный, просто равны. То есть никто не занимает сильную позицию, никто слабую. Такое некое мифическое равенство, как в сказке. Да? Это, собственно, то, о чем я сегодня говорил. В отношениях гармоничных нет такого понятия, как равенство. Женщина хочет нуждаться. Женщина хочет быть в слабой позиции. Только так она может быть счастлива. Все, другого не дано. Почему девушка не хочет подчиняться, хотя очень любит? Классических ошибок не совершал. Женщина не хочет подчиняться, хотя очень любит. Здесь я делаю вывод, что ты говоришь, что она любит, основываясь на том, что говорит она. Пойми, что в отношениях мы не смотрим на то, что говорит женщина. Мы не смотрим на это абсолютно. Мы смотрим только на ее действия. Если она не хочет подчиняться, значит, ты не дал ей эту возможность. Она не может это сделать. Она хочет, но она не может. Ты не занял по-настоящему сильную позицию. То есть я в этом видео об этом говорил в начале. Женщина всегда хочет, чтобы любила она. Прежде всего. Это самое главное. Она хочет нуждаться в мужчине. Но она не сможет занять эту слабую позицию просто так. Просто потому, что ты хороший. Друзья, жду ваших историй в комментариях. А также в связи с текущими событиями просьба подписаться на мой Дзен-канал и Телеграм-канал, чтобы не потеряться. Здесь видео будут также выходить, пока эта площадка работает. Даже если она будет заблокирована, можно будет смотреть через VPN, если кто-то разбирается. Если нет, Дзен-канал и Телеграм-канал. Будем с вами на связи. До новых встреч.